Денис, привет. Привет, привет. Почему стартаперы в Беларуси должны обращаться в инкубатор инноваций вместо самостоятельной разработки либо других форм инкубации в Беларуси? Ну, два этих выбора, в общем-то, они подходят для любого предпринимателя и так, и так. Вопрос просто в скорости, с которой предприниматель пройдет путь от стартапа к бизнесу. В любом инкубаторе, наверное, должны быть люди, которые помогают пройти и проверить гипотезы гораздо быстрее, поделиться каким-то опытом или, по крайней мере, дать какой-то быстрый ответ, рабочая или нерабочая идея. Сам в этом всем будешь вариться очень долго, и время будет потеряно. Вот. Поэтому хочешь пройти быстро, иди с кем-то. Денис, в чем ты видишь ценность инкубатора инноваций, аналогов которых нет у нас в стране? Ну, ценность это в том, что в одном месте собрались разные эксперты в разных областях, да, и, соответственно, инкубатор может дать к ним достаточно быстрый и адекватный доступ, и, кроме всего прочего, инкубатор дает траекторию движения, какие-то реперные точки, и есть такое интересное понятие давление отбора, то есть инкубатор заставляет двигаться по этому пути, принуждает выступать, принуждает использовать и применять обратную связь, и, соответственно, становиться лучше, либо умирать как проект. Ну, в общем-то, вот в этом, в совокупности всех этих качеств. С какими стартапами уже случились успешные сотрудничества у тебя? Мгм. Ну, это, как всегда, вопрос, что понимать под успешным сотрудничеством, но надо сказать, что уровень разговоров и вопросов, которые идут на обсуждениях, совершенно разный. И где-то интересно просто получить какие-то ребятам и девчатам технические ответы на вопросы, а кто-то сразу смотрит с точки зрения бизнеса. Ну, конкретно сегодня была достаточно мощная сессия, по итогам которой мы полагаем, что как минимум 2 коллаборации случится. Да? То есть мы одному стартапу поможем сделать мобильный ап, а второму не исключено, что поможем сделать прям сервис целиком. Ну вот. Какие планы на дальнейшее сотрудничество со стартапами? Сотрудничество со стартапами – это одна из наших бизнес-идей, с которыми мы работаем, наших стратегий продвижения. В основном мы начинали, тренировались на американских и израильских стартапах. Там это движение очень сильно развито. Люди что-то делают, что-то запускают, хоронят, запускают заново, переделывают, перестартовывают. Сейчас хочется поучаствовать в чем-то таком же и в Беларуси тоже. Да? Потому что здесь мы все рядом, говорим гораздо быстрее, что-то можем проверять и так далее. То есть мы однозначно и точно продолжим сотрудничать со стартапами молодыми, разными, всякими. Да. Денис, когда последний раз ты сам думал, мыслил как стартапер? Ну, это хороший вопрос. Да. Это, конечно, стартап, это способ мышления, и с годами, со взрослением мысли так становится все сложнее и сложнее. Чем больше общаешься, тем больше, чем в большем количестве проектов участвуешь, тем больше вся жизнь похожа на какую-то череду бесконечных стартапов. Да. Там, завел собаку, стартап, родил ребенка, стартап. Да. Все рассматриваешь через призму проверки гипотез, вложений и всего такого. И этот подход, он позволяет в какой-то степени улучшить качество жизни, спокойнее относиться к неудачам. Ну, боже мой, еще одна неудачная гипотеза, да, ничего страшного. В общем, если ответить на конкретно поставленный вопрос, то я стараюсь мыслить как стартапер каждый день. Вот, проснулся, замечательно, уже так сказать, одна метрика уже исполнена, дошел до работы, вообще класс. Что-то сделал, великолепно. Да? И всем рекомендую это делать, это классно. Чем молодые фаундеры отличаются от уже зрелого бизнеса? Это отличный вопрос, и его нужно чувствовать, да, потому что молодые фаундеры ничего не боятся. У них очень быстрая реакция на любую идею. Как даже сегодня были какие-то команды, они каждый раз на самом деле есть, которые говорят, да, мы вчера что-то услышали, сегодня уже вставили. Не боятся неудач, не боятся проблем, просто делают и пробуют, и рано или поздно добьются успеха. У пожилых фаундеров, опытных, они уже, конечно, не такие быстрые, но у них есть опыт, который позволяет им фильтровать идеи, большего добиваться за счет меньшего количества попыток. Да? Вот. Наверное, в идеальном стартапе должны быть и молодые, и пожилые фаундеры. Очень часто это достигается менторством, когда руководитель стартапа и вся команда – это молодые шустрые ребята, а ментор – такой старый седой человек, который уже все видел, old money, и он просто дает им какие-то советы, как не сделать дурные ошибки. Вот. Ну, скорее как-то так, то есть нужна коллаба. Спасибо. Ну, и что точно последний, в чем сила? В чем сила, Денис? А в постоянном обучении, в общении, в росте никогда нельзя останавливаться, только вперед.